Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить пышные оладьи с тыквой и яблоками к завтраку. Они получаются очень вкусные, воздушные, пышные, но вместе с тем они влажные, именно благодаря тому, что добавляем в тесто тыкву и яблоко. Такие оладьи я рекомендую подавать с медом. Обязательно попробуйте, я думаю, этот рецепт вам также понравится. Для рецепта мне понадобится в миску вливаю теплый кефир, я его специально подогрела примерно до 38 градусов. Добавляю яйцо, добавляю соль и сахар. Сахар можно корректировать по вкусу. Хорошо все перемешиваю венчиком до однородности. Просеиваю часть муки. Муку я буду добавлять постепенно. И также добавляю соду. Соду можно заменить разрыхлителем для теста. Берите его тогда в 2 раза больше. Я не рекомендую соду добавлять в кефир. Добавляйте ее всегда вместе с мукой. Хорошо все перемешиваю. Если добавлять соду в кефир, произойдет реакция, и оладьи уже не получатся такие пышные. Тесто сейчас еще получается достаточно жидким. Добавляю в него оставшуюся муку. В итоге должно получиться вот такое достаточно густое тесто, которое с трудом сползает с венчика. Пока отставляю его в сторону и на мелкой морковной терке натираю тыкву и яблоко. Для рецепта лучше всего использовать тыкву мускатных сортов. Она получается более вкусная и сладкая. Яблоко очищаю от кожицы. И также натираю его на мелкой терке. И теперь всю эту сочную ароматную массу добавляю в тесто. Оно постояло, отдохнуло. И поэтому фактически сразу можно начинать жарить оладьи. Также я добавляю экстракт ванили, 1 чайную ложку. Для аромата добавляю цедру апельсина и пол чайной ложки корицы. Конечно, все ароматизаторы добавляйте по своему вкусу. Хорошо все перемешиваю. В зависимости от того, насколько сочная тыква и сочное яблоко, может дополнительно понадобиться мука. Как видите, тесто стало такое более жидкое. Я добавлю сюда немного муки. Перемешиваю. Если вы хотите, чтобы оладьи получились пышные и не опадали, тесто должно быть достаточно плотным, не жидким. Посмотрите в итоге, какое тесто у меня получилось. Я добавила в него 50 граммов муки. То есть всего в тесто у меня ушло 250 граммов муки. Чтобы оладьи при жарке получались более одинаковые, тесто я перекладываю в кондитерский мешок. Можно этого, конечно, и не делать. Можно просто выкладывать оладьи на сковородку ложкой, как кому удобно. Сразу подготовила глубокую тарелку, куда буду выкладывать мешок с тестом, чтобы оно не выливалось. Поставила разогреваться сковородку и наливаю достаточное количество растительного масла. Срезаю у мешка носик и выкладываю тесто в разогретое масло. И теперь на среднем огне обжариваю оладьи до красивого золотистого цвета, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Если тесто сделано правильно, оладьи не впитывают в себя масло. Когда оладьи подрумянились, переворачиваю их на другую сторону. Насчет тыквы абсолютно не надо переживать, она хорошо проготавливается. Оладьи хорошо пропеклись, и я их снимаю на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнее масло. И обратите внимание, фактически сколько масла я налила в сковородку, столько и осталось. Оладьи с тыквой получаются такие воздушные, пышные, но вместе с тем они влажные, именно благодаря тому, что добавляем в тесто тыкву и яблоко. Из этого количества ингредиентов получается примерно 30 оладушек. Такие оладьи я рекомендую подавать с медом. Мед прекрасно сочетается с тыквой и яблоками. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока!